Сань, Что надо? вообще, когда я говорил, давай пойдем в гараж приберемся, немножко не это имел в виду. Ай, ну что ты опять начинаешь-то, а? Дело, жать не бросят. Отличная схема. Ну да. Народ, всем привет, с вами снова канал Доната Синема. И так как в прошлой серии Саня смог накосячить целых 2 раза, то сегодня я решил, что нам пора немножко передохнуть, иначе нам просто не хватит машин для продолжения сюжета. Ну и так как у нас уже скоро съемки фильма, поэтому сегодня мы займемся модернизацией нашей операторской машины. Сань, ничего не хочешь сказать? Точно. А спонсором этого выпуска является игра Raid Shadow Legends. В этом месяце игре исполняется уже целых 2 года. С момента запуска Raid стал намного больше и интереснее, поэтому сейчас самое время начать играть. Вас ожидает 6 недель юбилейных мероприятий и турниров, которые проходят с 1 марта до середины апреля. Вы также можете стать свидетелями первого в истории турнира среди кланов, где игрокам будет предоставлена возможность сразиться напрямую с другими кланами. И если этого недостаточно, Raid также выпускает первого чемпиона во фракции Shadow King. И жду не дождусь этого момента. Витек, а какой у тебя любимый герой? Вообще Железный Человек. Ну почти. А если вы скачаете игру в период с 1 по 31 марта по нашим ссылкам, то для вас будет доступен специальный конкурс, где Raid разыграет 3 12-х iPhone Pro и 1 11 Pro среди случайно выбранных участников, которые достигнут минимум 20 уровня до конца месяца. Главное не забудь, чтобы стать участником конкурса, нужно обязательно подключить свой аккаунт к Plarium ID. Качай игру по нашим ссылкам и в качестве нового игрока получи 3 древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра, а также крутого чемпиона Йотуна в качестве бонуса. Помогите собрать 220 инсталлов. За прогрессом в скачивании вы можете следить в режиме реального времени в описании под видео. Сань, ты тоже их видишь? Кого? Не, я походу уже угорел в этом гараже. Пойду проветрюсь. А вы смотрите видео. В общем, только мы собрались сделать фокуса, как выпал с утра снег. И Саня сказал: приедь, вытяни мне, пожалуйста, из сугроба. Поэтому сейчас едем вытаскивать Сашку. Ну что ты, Александр? Ты так вправду чисти, слушай. В общем, Сашка привязал трос. Я фильм смотрел, что вроде так все вяжет. Только по чуть-чуть. По чуть-чуть. Если я кричу, то это не значит, надо дать газу и давай еще. Начинаем. Готов ты? Блин, ну как бы готов, но, честно говоря, немножечко переживаю. Да не ссыку, я 100 раз так делал. На самом деле ни разу я так не делал. Поехали. 3, 2, 1, поехали! Стой! А ты, блин, ну что ты делаешь-то? А ты, блин, Капец, блин. Вот говорил же. По чуть-чуть. Нет, блин, надо дернуть. Взял и снес полморда своим крокодилом. Нет. Но есть и позитивные нотки в этой истории. Так как Витек сказал, что нужно сделать машину побыстрее, так как нужно доделать кран, он за все заплатит. Ну а раз так, первым делом я поехал в New Car Service на полный детейлинг под капотки. Там ребята отмыли сердце моей ласточки так, что оно стало блестеть как с завода. Чистенький, красивенький, аж глаз радуется. Ну а затем мне вообще повезло. Ну а что, Витек же сказал, что нужно сделать машину как можно быстрее. Ну я и заказал бампер от Ford Focus ST. Ну а что, Витек сказал, Сашка сделал. Правда, для того, чтобы его поставить, пришлось поменять еще капот, фары, туманки, ну и там по мелочи. Зато теперь у меня есть Focus ST. Саня, ты не охренел? В смысле, что опять-то? В смысле, что, ты весь бюджет на новый экран потратил на свою морду для фокуса? Блин, да что тебе опять все не нравится? Ты же просил сделать фокус быстрее. Но я сделал его быстрее. Без какие-то претензии. Да я имел в виду побыстрее, в смысле... Раз наш бюджет на модернизацию операторской машины Саня благополучно обнулил и нормального крепления для камеры нам снова не видать, то придется сегодня переделать старое.
В прошлом году мы уже сделали наше первое крепление камеры на машину и даже успели его протестировать. Но так как это была лишь первая версия, то, как и следовало ожидать, в нем были некоторые недоработки, которые сегодня мы решили доделать. Итак, что представляла из себя наша конструкция? Это было 3 вот таких трубы горизонтальных и 1 вертикальная труба, это сам каркас. Здесь трубы у нас крепились на вот такие присоски, это обычные стеклодомкраты, да, называется вроде стеклодомкрат. Вот, это было вот так, здесь вот схватывалось хомутом. Хоть эти присоски у нас на тестах и не улетели, но все равно как-то немного стрёмно, что они в самый неподходящий момент где-нибудь на трассе отщелкнутся и все эти трубы вот так вот разлетятся. Поэтому я сказал Сане: Саня, купи себе рейлинги, да. Вот, я ему сказал: купи рейлинги за свои бабки, и мы на них прямо и приделываем вот эти вот трубы путем какими-нибудь сейчас хомутами какие-нибудь приделаем. Здесь у нас вот такой вот амортизатор сделан. Это чтобы когда на кочках подпрыгивает, чтобы все это колебание гасилось. То есть когда камера здесь висит, он примерно в таком положении, в нейтральном. То есть она вот так и вот так ходит. Ну, так как у нас здесь подвешен Ronin SC, и у него батарейка не снимается, точнее она снимается, но нельзя внешнюю батарейку поставить, то нам весь Ronin SC пришлось сюда подвесить. В итоге у нас получилось расстояние между двумя вот этими виброгасящими пластинами довольно большое, и получается очень большая раскачка всего этого во время движения. Вот, что мы хотим сделать? Мы хотим заменить Ronin SC на старый допотопный Ronin M, который мне задонатил Серега. Он сказал: мне он не надо, поэтому забирайте, пользуйтесь. Чего? Такое же крепление мы сделаем и назад, то есть мы взяли второй ремболт. Кстати, где второй ремболт взял? Да у соседа Форд тоже. Ну, в принципе, какая разница? Понятно. Вот, то есть мы делаем второй каркас, строим такую же конструкцию. И так как все съемки у нас будут проводиться ночью, у нас буквально там по 3 часа на каждую ночь для съемок, то у нас нету времени, чтобы все вот эти трубы перевешивать назад, потом снова наперед, поэтому мы полностью делаем каркас на всю машину. И затем уже, если мы хотим перейти на задние планы, мы просто отщелкиваем 2 хомута с камеры и крепим ее назад, и все, и поехали дальше. Это буквально там, не знаю, секунд 30, вместо там 10 минут переналаживания всех труб. Пока Саня дорабатывал каркас, я занялся модификацией виброразвязки под новый стабилизатор. Я отрезал лишнюю длину тросов и добавил площадку для быстрого крепления подвеса. Так, вот такая вот штукенция у нас получилась. Решил оставить только 4 троса, потому что они намного короче стали, чем были, и по жесткости она, я думаю, как раз подойдет. Все будет видно на практике. Тебе не нравится, что осталось только 4 троса? Честно говоря, нет, потому что я уверен, что усилия будут распределяться сейчас только в 4 стороны, и, возможно, его куда-нибудь будет стягивать, а так как держит со всех сторон. Витька просто физику плохо учил. Я ее вообще не учил. Вот. Ну, посмотрим, если будет, что тут, ну, человек, собрать еще пару тросов. Уволился, а тот, кто не учил и не устраивался. Кстати, да, Сашка уволился с работы, давайте его поздравим. Теперь, надеюсь, наши ролики будут сниматься не только в обеденный перерыв или поздно ночью, да. Ну и можно будет его хотя бы в обед, в смысле после обеда, вызвать, да, Саня? Да! Поэтому, друзья, давайте сделаем так, чтобы Сашка не жалел, что он уволился. Поэтому обязательно ставим лайк и пишем комментарий в поддержку Сани. Ну и затем мы это все покрасили, что добавило плюс 5 к стилю нашей машины, и поехали на тесты. Что за пушка вообще? По-моему, у нас все получилось, Витек. Итак, давайте же посмотрим, какие модернизации у нас теперь в нашей операторской машине. Начнем мы по порядку. Сначала это подвес. Так как мы здесь повесили Ronin M с быстросъемной площадкой, то теперь, чтобы его снять, нам необходимо всего лишь ослабить один болт, нажать на кнопку, и подвес снят. Мы на него можем специальную рукоятку повесить и продолжить съемки уже вне машины. Также, чтобы его повесить обратно, нам всего лишь надо вот так его сюда защелкнуть и зажать вот этот болт.
Далее идет виброразвязка. Она стала намного короче из-за того, что у нас другой подвес. Нам не надо вот сюда вот впихивать батарейку от Ronin SC. И в итоге качание подвеса намного уменьшилось из-за того, что нет вот этого огромного рычага. Далее идет амортизатор. Так как у нас система с подвесом и камерой стала намного тяжелее, нам надо было переделать пружинный механизм. Но Саня сказал, зачем его переделывать, мы просто вот эти витки хомутами стянем и, в принципе, создадим необходимое натяжение, что мы, в принципе, и сделали. Но, правда, здесь осталась вот такая вот небольшая болтанка. Чтобы ее погасить, нам надо сюда повесить небольшой амортизатор. Мы его сейчас дозаказали, дождемся, поставим, потом вам покажем. И чтобы нам перевесить камеру, нам всего лишь нужно ослабить вот эти вот два хомута, снять все это дело и повесить все это дело вот сюда. И все, в принципе, наш подвес готов. Буквально 15 секунд, и мы уже готовы снимать задние планы. Ну и за счет того, что наш каркас достаточно высоко, у нас есть доступ как к багажнику, так и к капоту. То есть с этими проблем никаких нету. Опа, еще разок. Огонь. Поехали дальше. Трубу вот такой длины мы оставили специально, чтобы можно было камеру повесить как можно выше и получить вид от третьего лица, как будто из игры. Также в машине я установил два монитора, одним из которых является планшет, другим аналоговый монитор. С помощью планшета я задаю все настройки камеры, включаю запись, а с помощью аналогового монитора я уже контролирую съемку, потому что здесь абсолютно нету никаких задержек. Как я делал этот монитор, есть видео на канале, ссылка вот здесь вот. Также здесь установлен аналоговый передатчик, который передает сигнал на наш монитор. Раньше я управлял подвесом с помощью вот такой вот палки. Здесь я крепил телефон для управления своим подвесом, и здесь у меня был телефон, который являлся монитором для этого всего дела. Само управление подвесом было с помощью гироскопа телефона, то есть я мог вот так вот наклонять эту рукоятку, и камера повторяла все движения камеры. И это было очень удобно, потому что в какую сторону я захотел на камере посмотреть, в ту камера и повернулась. Но у этой системы был существенный недочет. Когда машина переезжала неровность, то все мои вот эти вот движения в машине передавались на камеру. Поэтому было такое, что в нужный момент камера просто улетала куда-нибудь в сторону, и план был запорот. Но все это дело я поменял на управление с помощью джойстика. Это управление сложнее, ему еще придется мне научиться, но с помощью него я могу добиться более плавных и четких кадров. Ну и теперь самая главная фишечка. Это заглушки на трубы с нашим логотипом. Ну, на этом теории хватит, давайте перейдем к практике. Сейчас поедем, поснимаем какую-нибудь машину. Саня, у тебя есть кого на примете поснимать? Ну, само собой. Как оказалось, в прошлой серии Audi не сгорела, поэтому сейчас мы можем видеть наш съемочный монитор. Я думаю, что у нас все получилось, потому что вышло очень дешево и очень практично. И это очень поможет нам в съемках фильма. Да, Саня? Само собой. И уже в следующей серии мы сделаем еще один девайс, который вам стопудово зайдет, потому что я уже вот просто руки у нас уже чешутся его сделать. Это будет очень классная вещь, поэтому не смотрите, не пропустите. А мы отправляемся в гараж. Вы тем временем подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. Куда он едет? Куда он едет? Стой!